Добрый Здравствуйте, день, Нурлан. добрый день, рад Здравствуйте, приветствовать. здравствуйте, Нурлан. Добро пожаловать, Здравствуйте. проходите. Нурлан, спасибо, что вы нас пригласили. Нам очень приятно. Мы, несмотря на все трудности, которые прошли с перелетом из России в Турцию, Да, нам было очень важно снять фильм и показать конкретное место, где производится масло, которое на прошлой неделе получило одну из самых престижных мировых признаний и премию да. Леон Доро. Расскажите нам, пожалуйста. Прежде чем начать рассказывать о Леоно Доро, я хочу вас поблагодарить, что вам удалось приехать, наконец-таки прорвать пространство, попасть сюда и попасть в такое хорошее время, когда оливковые деревья цветут. Красивейшее время, но это очень недолго происходит. Оливы цветут коротко, очень быстро этот процесс проходит. То есть нам вдвойне повезло. Вам повезло вдвойне, и нам повезло вдвойне, что вы успели. Вот. А насчет Леона Доро, да, это из поколения в поколение, вы знаете, в Италии передается искусство ухаживать и растить оливковые сады и делать лучшее в мире масло оливковое. Вот. Вы знаете, у нас итальянские технологии, и поэтому нам удалось выжимать оливковое масло с родины оливок, это Месопотамия, это Турция нынешняя, а технология итальянская, самая прогрессивная сейчас на данный период. И вот нам повезло в этом отношении, потому что и итальянцы нам очень сильно помогали делать лучшее масло, и мы сами старались, и земля нам помогала. Вот. А конкретно соревнование Леона Доро – это самое закрытое соревнование, куда очень сложно попасть. Туда попадают только лишь оливы ранней сборки, на самом деле, потому что она очень быстро закрывает прием образцов. Можно участвовать только 2 образцами. Что мы и сделали. Это Фрея и Идун. И абсолютно слепые как бы тестирования происходит. То есть жюри из самых таких известных итальянских дегустаторов, жюри не знает, чье масло, никакой страны, никакого производителя, ни из какого сорта олив. И это и для нас очень интересно, как нас видят. И для них интересно, потому что они узнают новые сорта олив и оливкового масла. Нас удостоили первого места, то есть лучшее масло в мире. То есть мы все понимаем, что сейчас мы находимся в том месте, где лучшее масло в мире производится на территории Турции, я не ошибаюсь, по итальянским технологиям. И идейный вдохновитель, производитель пригласил нас на свою фабрику показать российским потребителям, покупателям, я думаю, будущим фанатам, и рассказать от первого лица, что же и как здесь производится. Нурлан, расскажите, пожалуйста, вы упомянули, что оливы раннего сбора. В России есть такая поговорка «поспешишь, людей насмешишь». Вы же намеренно спешите. Ну, расскажите немножко, почему так? Это хороший вопрос. Оливы раннего сбора – это просто такое название. На самом деле оливы и надо собирать рано. Для чего? Для того, чтобы вы получили масло для здоровья. Вы же знаете, мы работаем для того, чтобы создавать масло для здоровья. Мы пробуем совершенно новые сорта каждый год, ухаживаем за ними, достаем их, везем. Это не простой процесс. Вот. Почему ранняя сборка? Да потому что оливы тогда бывают наполнены именно вот тем соком, который дает силу и здоровье самому дереву, и, соответственно, и нам, тем, кто использует это. Олива
дерево, оно готовит эту силу, этот эликсир для себя, для своего здоровья, для своего будущего, для своего потомства. Ну и делится с нами в виде масла. И поэтому вот наше масло, оно для здоровья, так как мы ее собрали рано. В ней очень много полифенолов. В наших сортах достаточно олеокантала. Олеокантал – это вот именно то свойство оливкового масла, которое борется со всякими нехорошими заболеваниями, тяжелыми. У меня по ходу вашего рассказа возникло сразу несколько вопросов. То есть оливы раннего сбора – это не маркетинговый ход, это осознанное отношение к оливам и к своему телу. Оливы ранней сборки не то что не маркетинговый, это очень сложный процесс. Вы собираете вручную, механически невозможно, потому что они сразу портятся, окисляются. Вы должны их привезти, так как еще тепло и жарко бывает в этот период, не согрев на солнце и сразу же начать их выжимать. Если вы задержитесь, то у вас уже не получится масло для здоровья, они очень быстро окисляются и портятся. Когда вы выжимаете уже черные оливы, в них больше содержится масла, но меньше или вообще не бывает полифенолов. Это не наш сектор. Поэтому ранняя сборка – это очень большой трудоемкий процесс. А есть ли у вас доказательная база ваших исследований? То есть на чем вы основываетесь? Почему вы говорите о каком-то определенном количестве полифенолов, олеокантала? Вы сотрудничаете с какими-то институтами? То есть конечно, как вы это делаете? Конечно. Во-первых, Расскажите. каждая масса, которую мы выжимаем, она идет на химический анализ. Одно дело тест. Тестируем мы сами здесь. А другое дело химический анализ, который показывает нам это вот именно содержание полифенолов. Их может быть, их может не быть. Их может быть мало и много. То же самое с олеоканталом, которого, по идее, бывает мало. Но если вы определенным образом ухаживаете за деревьями, и у вас определенный климат, то он получается во фрукте, и вы его профессионально, умея, выжимаете и передаете в масло. Это очень сложный процесс. Вы можете очень хороший фрукт испортить. На ваш вопрос, если отвечаем, да, мы работаем с Коч университет, Анкаринский университет, которые постоянно в своих лабораториях делают анализы нашего масла, но не только что там есть, а как оно влияет на здоровье человека, на какие болезни, допустим, онкология, на что лучше влияет, или же там Альцгеймер, на что лучше, или же болезнь там слабого иммунитета. Во всем этом же оливковое масло сейчас все шире и шире используется. Оно же лучше всяких других химических лекарств идет на пользу человеку, потому что оно 100% усваивается организмом сразу. Вы упомянули масло Фрея, масло Один. Я знаю, что у вас есть масло Идун. Это скандинавские боги на турецкой земле. Как вам этот коктейль? Для нас не существует границ. Вообще оливы не знают границ. Они, если как бы их родина Месопотамия, выявлено, что впервые оливковое дерево было в Месопотамии, да? А потом оно распространилось. С этой стороны Португалия, с другой стороны там Иран, Азербайджан, вниз в Африку пошло, в Австралии, в Америке. Видите, какое распространение? И у нас нет таких границ. Но я как-то в одной очень интересной книге интересного автора прочитал, что бог Один собрал свое племя и ушел из земли Трои. А это здесь рядышком, вы же знаете, всего 70 километров. И как-то вот у нас получилось, и мы назвали. Как вы выбираете места присутствия вашего масла на рынках мировых? Это непростой вопрос. Во-первых, хорошего масла во всем мире очень мало. Из всего масла, которое производится во всем мире, да,
только 3% оливкового масла. Вы представьте, какое малое количество. 100% это Средиземноморье, производство оливкового масла в целом. А 75% этого масла используется в самом Средиземноморье. А что уходит? Всего лишь 25% хватает на весь мир? Нет, конечно же. Мы поэтому с вами понимаем, что хорошего на самом деле масла и добиться сложно, очень короткий срок у вас для этого, и достать не так просто это масло. Вы должны именно поставлять свою продукцию туда, где люди осознанно используют это. Ведь можно масло взять, купить, а потом его испортить у себя на кухне рядом с плитой или на солнце. У вас сейчас более 40 наград, верно, Нурлан, у вашего масла? Да, у нас очень много наград. Причем с разных стран и континентов, и Япония, и Америка, и Британия, и старая Европа, скажем, Дубай. А каково это быть носителем такого количества наград? Как поддерживать марку, репутацию? Вот это важно. Не носитель для меня важно, а вот как поддерживать марку, да? Это очень важно, постоянство. И не то, что постоянство, а улучшение. С каждым годом вы делаете все более чистый и все более насыщенный всеми вот этими полезными свойствами, плюс еще и вкусовыми качествами продукт. Ведь если очень горькое, человек не сможет это использовать. Оно должно быть в равновесии, для того, чтобы вы еще с удовольствием его принимали. Собираясь сюда, мы, изучая ваш бренд, выбирая место, в которое ближе прилететь, погрузились в историю Ассоса. Расскажите, пожалуйста, немножко про то, как эта земля Аристотеля привлекла вас, и что для вас это место, это какая-то ваша школа, как его школа была? Да, действительно, это, вы знаете, это полуостров. Напротив находится греческий остров Лесбос. Здесь Аристотель в свое время открыл свой первый университет и открыл первую философскую школу. И вообще название философии пошло отсюда. Отсюда он ушел учить Александра Македонского. Здесь очень много храмов. Храм Афины, храм Зевса, храм Аполлона. Значит, это и обитель богов одновременно. Что здесь и ощущается, на самом деле? Здесь очень много энергии, очень много чистоты. Вы знаете, здесь очень чистое, холодное море, глубокое. Здесь хороший воздух. Вы видите, какие листочки живые они, да, буквально. Вы чувствуете, как дерево себя хорошо чувствует. Цвет, зеленый, серебристость, они играют на ветру, и у них своя мелодия, своя вибрация. Вы, если будете здесь находиться, вы будете себя уже однозначно чувствовать хорошо, потому что влияние оливкового дерева не только через фрукт, а непосредственно через вибрации, которые они распространяют, вы получаете уже положительный эффект. Нурлан, я знаю и по своему личному опыту, и я в этом практически убеждена, что любое дело требует очень большого внимания своего, ну, скажем так, идейного вдохновителя, того, кто задумал это дело. И я расскажу, наверное, может быть, это не секрет, но я знаю, вы со мной делились, что вы лично занимаетесь уходом за этими деревьями. Как это, насколько для вас правильно лично ходить и каждое дерево изучать? Ну, вы представьте, настолько для меня важно, что я некоторое время своей жизни потратил в итальянских деревнях вместе с крестьянами, обрезая и обрабатывая деревья.
ухаживая за ними. Это настолько мне было ценно, хотя они не знали никакого языка другого, кроме итальянского. Я не знал итальянского. Мы прекрасно друг друга понимали, потому что речь шла об оливковом дереве. И я сам привез вот те знания, которые получил в Италии. А вы знаете, почему Италия? Мы с вами говорили, что это знания передаются из поколения в поколение. И мне кажется, что на сегодняшний день больше всего с уважением к земле относятся именно вот они. И я, получив там знания, опыт, привез это все сюда. И так как я носитель, то я сам беру ножницы, пилу и сам занимаюсь обрезкой деревьев. Каждое дерево для меня это и есть скульптура. Я обрезаю это дерево, придаю ей форму, я придаю ей вот ту красивую форму, которую мне кажется, и дереву самому это очень было бы интересно. Вот это дереву самому хорошо. Хочется жить, как сказать, да? Хочется жить. Вот. Но вы знаете, это уже 7-й сезон наш. Мы открыли фабрику в 2020 году. И из года в год, вот именно период, когда у нас идет сборка олив и выжимка масла, я нахожусь здесь. На самом деле оливковое масло – это эликсир жизни. Вот вы можете от него добиться максимум, если оно будет правильно. Есть здесь люди, вот как бы суфии, скажем так, да, которые на пост, это 30 дней ровно, месяц, кушают только лишь оливки и оливковое масло. Все, больше ничего. И таким образом они очищаются через оливы и оливковое масло. У вас есть масло Фрея, которое сейчас стало победителем и общепризнанным таким продуктом в индустрии оливкового производства. У вас есть масло Один, которое является важным оздоровительным продуктом. У вас есть масло Идун. Это секрет и эликсир вечной молодости. Как вы добиваетесь того, чтобы все эти масла содержали определенный вкус, определенную кислотность? Они яркие, каждый по-своему, и при этом они все разные. Совершенно верно. Во-первых, имеет значение, из какого сорта оливок вы делаете то или иное масло. Допустим, Один – это только лишь получается вот содержание высокого леокантала, которое, интересно, что человечество только недавно обнаружило, совершенно случайно. И присутствие ибупрофена в этом Одине очень высокое. Это выходит только с нашего участка, вот с этой территории, где мы с вами находимся. Почему? Потому что здесь очень интереснейший климат. Ночью может быть -6 и весной, а днем 25 градусов. Жара. А ночью вы замерзаете, здесь -6, -7. И, естественно, деревья показывают очень мощное сопротивление всему этому, вырабатывают все необходимые полифенолы для того, чтобы сохранить себя, не замерзнуть и не изжариться там на солнце. И это все переходит во фрукт. Ведь совершенно четко доказано, что в самих листьях, в самом зеленом оливе полифенолов намного больше, чем в масле. Но они меньше усваиваются организмом, чем масло. Масло – идеальный проводник для всего полезного для человека. Вы же знаете, что если смешивать оливковое масло или замешивать туда куркуму, или добавлять туда чабрец, или добавлять туда прополис, то оно намного лучше осваивается человеческим организмом, чем если вы это все делаете без масла, оливкового масла. Мы подошли сейчас к интересному моменту. Я знаю, что у вас есть специальная серия. И, не побоюсь этого слова, в одном из масел есть даже пыль рубина.
Да. настоящего. Да. Расскажите, как вы и до этого дошли. А вот это уже другое. Это наши изыскания и наш интерес историей. Османская кухня и вот философия здоровья человека во времена Османской империи дошло до высоты. И меню считалось рецептом. Ежедневное в Османском дворце меню, которое составлялось профессионалами, оно считалось и одновременно и рецептом для здорового нахождения вот в этот период времени. Каждый месяц, каждую неделю было свое меню. И в этом меню очень много было использовано и оливкового масла, и сочетание оливкового масла, как вы правильно сказали, с рубином, с камнями и с другими травами. Ну, с той же куркумой, которая очень широко в восточной кухне используется, тем же чабрецом или с тмином, совершенно верно. Вот с этими полезными для человека продуктами. В османский период использовался рубин, но оригинал рубин, это как бы настоящий рубин должен быть, как камень, который помогает сердечной системе работать правильно, четко. И когда в конные походы шли, клали под язык и держали под языком. А если кухня была там, во время еды, тогда толкли его и порошок использовали в еду. Узнав это все, мы взяли это как бы на исследование, сделали анализы химические и получили очень хороший результат. И через долгое время и опять появился вот рубин в масле и нашел свое как бы место сейчас. И очень популярным стал. Находясь, я же вам описал совсем недавно, что находясь рядом с деревьями, оливками, если они чувствуют себя хорошо, и вы начинаете себя ощущать очень хорошо, они делятся с вами этим, да? Они делятся с вами не только у нас рядом с ними, они делятся и в продукте своем. Вы завариваете чай из листьев, получаете очень сильные антиоксиданты. Вы делаете масло из олив и получаете очень сильный полифенол, олеокантал и все остальные полезные составляющие. Вы кушаете зеленые оливы, имейте в виду зеленые, и получаете очень много минералов, витаминов из этого всего. Вы лучше себя чувствуете. То есть оливковое дерево делает вас лучше, здоровее и исправляет ваше настроение. Вот оливковое масло настоящее, если вы его возьмете в руку, понюхаете, и уже у вас настроение исправится. А если исправляется настроение, то ваше тело, ваш дух исправляется, сонастраивается с ними. А вы знаете, что на сегодняшний день самому старому, живущему на свете и дающему плоды оливковому дереву около 3000 лет. Дай Бог вам и нам столько жизни. Это правда. Нурлан, я слышу от вас периодически о том, что ваше производство не терпит компромиссов. Но в то же время каждый день мы встречаемся с чем-то, что требует от нас какой-то гибкости, такой витальности, видения жизни. Как вы живете с тем, что, к примеру, оливы решили прожить этот год или сезон по-своему? Что дальше? Что вы будете делать? Мы все-таки вернемся к тому, что это производство. У них, да, может быть, у олив своя жизнь. Да. Но мы же дружим. Угу. У нас есть диалог. Угу. Мы с ними живем ради чего-то общего. Угу. Ради чего? Ради красоты во всем. Да? И у нас есть договоренность. Мы помогаем друг другу в этом. Но если речь идет о производстве, о том, что непоколебимо, тогда пойдемте на фабрику, и там уже на месте это все увидим, посмотрим. Мы пойдем на фабрику и увидим. Фабрика,
Ну, я первое, что вижу, это идеальная чистота. Ну, я просто, вы покажите, пожалуйста. Gösterelim fabrikayı. Это удивительно. Так всегда? Нурлан, расскажите. Так не только всегда, как каждый вечер так. Когда начинают поступать оливы, это хаос, который надо привести в порядок. И день начинается у нас с хаоса, который мы к вечеру приводим в порядок. И у нас каждый вечер вот такая чистота. Иначе. Ведь мы же говорим с вами о разных сортах, о разных холмах, с которыми оливы собираются, о разных днях, когда собираются. И вы поверите, каждая олива отличается от завтрашней по вкусу. Естественно, масло отличается, их нельзя смешивать. Поэтому, если вы сегодня не помоете фабрику, всю технологию чистенько, у вас останется запах. Ведь очень быстро происходит оксидация, и это нехороший запах. А потом от него избавиться очень сложно. Поэтому лучше, и, как вы говорите, не нарушать этого. И каждый вечер вы моете, и утром у вас поступает новая продукция, совершенно новую, очищенную производство. Вы расскажете нашим слушателям и нашим зрителям, коротко, если можно, где мы сейчас? Я понимаю, что это первый этап. Это первый этап, совершенно верно. Мы с вами собрали оливы, привезли их, значит, в боксах 20 килограммов. Много нельзя, потому что оливы согреваются, когда вы их собираете от соприкосновения друг к другу. И это уже потеря фенолов. Они должны быть прохладными. Вы их привезли. Это накопитель, в котором собирается олива. А потом у нас идет, как вы назовете, конвейер. Селекция. Где мы чистим оливы. Хотя они собраны вручную, но тем не менее, вы же помните, как там может оказаться испорченный олива там, или еще что-то может попасть. И здесь обычно наши женщины проводят чистку. Я олив. помню, я однажды участвовала в данном мероприятии, и это уникально. Да, это незабываемо. Потому что закружилась голова. Да. Да. А потом уже очищенные оливы идут дальше, и там у них очищаются они, машина очищает их и от листьев, от веток, и идет уже мойка. Я правильно понимаю, вы нам показываете путь, который проходит олива? Совершенно верно. Вот олива прошла через этот конвейер, очистилась от листьев, от веток, от мелкого песка и попала на мойку. Она здесь моется, потом принимает душ еще чистой холодной воды, а потом сушится для того, чтобы вода лишняя не попала в дробилку. Но важный процесс – это когда мы моем оливу, потому что вода должна быть чистая, пройти фильтрацию, чтобы там не было ничего, ни каких-то микроорганизмов, ни кальция много, потому что и то, и другое будет в дальнейшем портить и вкус масла, и технологию саму. И очень важно, чтобы не было хлора в воде. Вода должна быть холодной, потому что у нас же ранняя сборка, это сентябрь, октябрь, а еще жарко. И оливы согреваются от теплого воздуха, который... Мы доводим за счет холодной воды оливы до 18 градусов. Вот 18 градусов олива пошла, она спокойная, у нее хороший аромат сохранился. И мы даем ее в дробилку отсюда. А дробилка у нас тоже непростая, она как мясорубка, у нее ножи. То есть мы не мнем, создавая высокую температуру, а мы шинкуем. Видите, вот. И эта машина, она должна быть в идеальной чистоте, потому что здесь это как бы, вот вы здесь добиваетесь вкуса и качества своего масла, именно в дробилке. Оно тоже охлаждается. У нас система охлаждения корпуса, чтобы не было перегрева. И мы выдерживаем вот эти 18 градусов и здесь. Вы представляете, какое мастерство? 18 градусов должно быть. За счет скорости дробления вы можете получить тот или иной результат. Это очень важно.
И это тоже отслеживаете вы во время Совершенно производства? верно. Вы лично, Совершенно. Ну, Нурлан? конечно, у нас есть помощники оператора, которые помогают, но это процесс, который коренным образом меняет вкус и химический состав вашего масла. Мы можем пройти в другой гигиенический отдел, да, гигиенический, правильно? Да, правильно, Чистый Нурлан. отдел. Вы, как человек, который рожден в Советском Союзе, прекрасно говорите на русском языке. Я вас благодарю. Вы нашим российским потребителям, зрителям очень понятно и очень красиво рассказываете все. Значит, мы получили пасту, оливковую пасту, которая поступает уже в молоксеры. Именно вот в этих молоксерах, а они у нас вертикальные, не горизонтальные, как принято. Вертикальные, чтобы было минимум кислорода. Таким образом, минимум оксидации. Плюс, это такая технология, когда закрывается крышка, вы можете удалить вообще весь кислород. Это зависит от того, что вы хотите получить. Каждый из этих молоксеров 500 килограмм. У вас получается полтонны пасты, которая здесь крутится столько именно времени, чтобы масло могло отделиться от пасты и объединяться друг с другом. То есть создать массу. Создать массу. И это важный период. Во-первых, здесь из-за трения опять у нас есть система охлаждения, чтобы масло, не дай бог, не поднялось выше температуры. Но если у нас дробилки 18 градусов, то здесь масло должно быть 20-22, чтобы уже начал появляться аромат. Вы представляете, как тонко это? И вы вот в этом процессе добиваетесь аромата масла. А аромат вы берете, срываете с дерева оливу, выжили, нюхаете, вы получаете его запах. И вы должны его передать сюда. Если в нем нет запаха аромата, вы ничего не получите здесь. Но если есть, и вы не добились аромата здесь, значит у вас в процессе проблема. Надо все заново настраивать. Паста здесь может замешиваться от 3 до 8 минут, чтобы максимальное количество фенолов и аромат, вы помните, у нас должно быть все гармонии, да, не превысило. И после того, как мы поняли, что достаточно времени уже помесили, мы посылаем пасту в декантор для того, чтобы вот за счет центрифуги у нас масло отделилось от пасты и от воды, которая есть во всех фруктах. Правильно? Вот. Паста с водой вместе, она уходит по трубе в депо, а масло у нас выходит отсюда, и вот здесь мы с нетерпением ждем это масло, мы его пробуем и получаем результат уже нашего вот годового труда. Мы ухаживали за деревьями, мы растили эти фрукты, мы его собрали, мы привезли, раздробили, замесили, и здесь получили продукт. И очень быстро надо сориентироваться, чтобы можно было бы внести какие-то коррекции там, охладить или же наоборот, чтобы получить еще более хороший продукт. То есть это динамичный процесс, который требует максимального влияния и внимания. Вы целый год ждете этого. Вы ухаживаете за деревьями, за фруктами, вы не надышитесь на них. А потом в течение 45 минут все заканчивается. И за эти 45 минут весь год закончился, все. Вы сели вот так, и что дальше? А за эти 45 минут можно получить суперпродукт, который получает первое место в Италии. А можно получить продукт, который нужно прятать, никому не давать. Да? У вас, я вижу, чаще получается, практически всегда, я подозреваю, премиальные места получать. К счастью. Бывает иногда, что как-то получается, вот вдруг что-то там с машиной, что-то может произойти, с насосом что-то может произойти, и процесс у вас остановился. Тогда вам надо все начинать заново. А какой объем производства может быть за сезон? За сезон у нас как-то идет, вот я вам скажу, в нашем производстве так. В час мы перерабатываем 2 тонны оливок.
Мы можем работать в день 10 часов, а можем 20 часов, может 24. И я правильно понимаю, что все это масло полученное вы где-то храните? Естественно. Вы нам перед покажете? перед этим что-то вы есть еще попробовали перед здесь. этим. Конечно, вы попробовали масло, вам оно понравилось, все, вы добились максимум, что можно было из этой оливы добиться. Процесс очень важный здесь. Вы должны минимизировать количество воды, которое есть в масле, иначе масло будет портиться из-за присутствия воды. И пасты, которые там частички остаются, они начнут гнить в масле и очень быстро, в течение месяца-двух, испортят вам масло. Фильтрацию проходит. Делаем фильтрацию. Получили масло и пошли в фильтрацию. Вот это. Что-то совершенно удивительно современное. Да, это лучшая фильтрация, которая существует. Как, собственно, во всем все у вас мире, производится. да. Оно происходит за счет бумаг. Вот здесь между этими пластинами помещаются бумажные пластины, натуральные, то есть органика вся. И масло, проходя, вот здесь 50 пластин, через эти пластины оно оставляет здесь воду и частички вот этой пасты, и выходит отсюда чистейшее масло. Чистейшее масло. Если у вас декантор неисправный, неправильно калиброванный, у вас, если останется больше воды, то фильтры вас не спасут. Вы понимаете, насколько сложный процесс? И у вас масло со временем испортится. А получив здесь чисто фильтрованный продукт, мы его вот в этих цистернах перетаскиваем в зал. Сливается все в эти цистерны. Да, собирается в цистерны и переносится в хранение. Для хранения мы используем отдельное помещение, где не должно быть света, должно быть прохладно и должно быть сухо. Покажете? Вот здесь у нас хранится масло в этих цистернах. Мы его собираем. У нас здесь цистерны 500 килограмм, тонна, 2 тонны, 5 тонн, 10 тонн. Вы же помните, у нас у каждого масла свое название, имя свое. И они вот так по-разному хранятся. То есть вот эта победительница, да? Да. Когда поступает заказ, то наши работники набирают масло, его бутылируют и посылают заказчику. Почему, вы спросите? Да потому что масло лучше хранится, если его много. И несмотря на все, что здесь вот прохладно, здесь нет солнечного света, здесь сухо, мы, чтобы не было оксидации, все равно наполняем газом каждую неделю. Обновляем газ, чтобы не было контакта кислорода. Это очень опасно для масла. Собственно, весь процесс завершается здесь, и масло разливается в такие красивые бутылки. Процесс, можно сказать, что завершился процесс производства, но бутылирование у нас происходит в другом зале. Скажите, пожалуйста, такие красивые бутылки, это тоже ваше творчество? Конечно. У нас Дизайн? все творчество, да. Вы лично занимались? Конечно. Дизайн. Я правильно понимаю, это та самая серия того масла, которое Совершенно верно. вы рассказывали из османской серии? Османская серия, совершенно верно. После того, как пришел заказ, естественно, есть система насосов здесь, подключается, и за счет этого начинается наполнение бутылирования. Здесь у нас зал, где мы наполняем бутылки, бутылирование. Вот. Это тоже важный процесс. Почему? Потому что бутылки должны быть очень чистыми. И внутри должно быть чисто. И мы перед тем, как их наполнить, мы обязательно их очищаем еще и газом, аргоновым газом. Потом идет процесс наполнения. Вот видите, наполняется маслом. А после этого идет
крышка. Упаковка. Да. Но машина сама, перед тем, как поставить крышку, закрыть крышку, она обязательно добавляет туда еще газа. Для чего? Для того, чтобы здесь не остался кислород, чтобы не было окисления. Собственно, это повторение того, что в канистрах. Там тоже, Цистернах. да, в цистернах. Цистернах, Да. да. Вот такой вид у нас получается в результате. Крышка закрывается. И после того, как мы уже ее закупорили, пока вы ее не открыли, туда, естественно, воздух и не попадает. Но крышка сама настолько, ну, это максимально правильная крышка для хранения оливкового масла. То есть кислород туда минимум поступает. Вы же пользуетесь маслом. Когда вы начинаете пользоваться маслом, сокращается количество масла, увеличится количество кислорода. И вы же газа туда не добавляете уже. Вы пользователь. И надо, чтобы минимум кислорода попадало туда. Нурлан, а бутылки, крышки вы производите где? Это, к сожалению, они все поступают с Европы. Бутылки из Италии поступают, крышки Испания, Италия. То есть в Турции это все не производится. То есть я правильно понимаю, что вы являетесь тем самым турецким производителем, который расширяет понимание людей и ломает те шаблоны, которые в российском понимании все турецкое не очень-то качественное. Я вам честно скажу, я иначе подхожу. У нас сейчас здесь что? Чисто итальянское производство в любой хорошей фабрике в Италии, в Тоскане, вы увидите то же самое. Это здесь есть. Мы здесь по итальянской технологии производим масло из оливок. Рожденных на земле Аристотеля. И можете так сказать, а можете сказать прародительный всех остальных оливковых деревьев, которые ушли в Италию, в Испанию, в Португалию или же туда дальше. Вы понимаете это? Это же родина оливкового дерева. Это правда. Мы сейчас на родине оливкового масла. Все показанное вами производство и то, где мы стоим сейчас на финале, на выходе бутылки, говорит о том, что данная бутылка не может стоить дешево. Ваше производство, оно само по себе очень ценное. И труд, и нынешняя экономическая ситуация в мире, и геополитическая в обход стран сейчас говорит о том, что бутылка ваша и в прямом и переносном смысле стоит своих денег. Из-за дороговизны производства по всему миру, особенно в Турции. Вы же часто бываете, россияне, в Турции, вы видите, как цены вскочили здесь. Естественно, нам, производителям, все обходится очень дорого здесь. На сегодняшний день мы не можем даже с итальянцами конкурировать по цене производства. То же самое и там получается. Такая же себестоимость продукции и там, и здесь. Вы понимаете, выровнялась. Вот. Но есть производство, которое идет на удешевление за счет качества продукции. Но это во вред человеческому здоровью. Мы же с вами не можем себе этого позволить. Это мы возвращаемся к нашему разговору о том, что вы и ваше производство не терпите компромиссов. Нет. И в этом вы не будете уступать. Нет. Чему вы тогда уступите? Что может случиться, что будет требовать ваш бизнес? Мне говорят, а как можно в данной экологической ситуации, делать экологический продукт? Зачем этим заниматься? Ведь это тоже удорожает продукцию. А ты же можешь легко пользоваться химией. А я же сам не использую ее для себя. И я хорошо себя чувствую, на самом деле. И мои деревья тоже самое же. Я же вам тоже не предлагаю, вот вы моя гостья. У меня же все чисто экологически, То, что мы с вами будем сейчас кушать, это все будет экологически чисто. То же самое с маслом. Мы не можем использовать химию, зная, что это пойдет нам, нашим детям, в наше будущее. И мы должны с вами беречь это. Кстати, мы сотрудничаем с Новиковым. Я знаю, что вы сейчас и в России. начинаете сотрудничать со многими брендами, с ресторанами.
Вы сейчас активно выходите на российский рынок, и это был ваш выбор. Да, российский рынок важный рынок. Почему? Потому что, во-первых, в России нет производства оливкового масла и оливок. И я надеюсь, что со временем и россияне будут четко отличать хорошую продукцию от ненужной для них продукции. И требования к производителям за счет спроса будут расти. Вижу ту самую серию, о которой мы с вами говорили. Да. Вот видите, вот такая у нас получилась османская серия. Можете открыть. Да. И вот то самое масло с пылью рубина. Совершенно верно. И это куркума. Измельченный рубин, он все равно в пыль не превращается. Поэтому мы рекомендуем, когда используют утром натощак вот эту серию, обязательно взболтать нужно. Но это безопасно для здоровья. Это полезно для здоровья. Ну, просто какое-то такое у людей может сложиться впечатление, что это камень внутрь организма попадает. Это полезно для организма. Это полезно для организма. Очень полезно для организма. И такую серию вы тоже готовы и хотите на российский рынок выводить? Я хочу, чтобы это везде было. Чтобы наши с вами близкие, и не только близкие, чтобы люди на земле питались правильно. Немного, а правильно и полезно. А что вы чувствуете, когда видите ваши продукты в ресторанах? Да, когда приходишь в ресторан, особенно мишленовский, и на столах стоит ваша продукция, и люди пользуются вашей продукцией и оставляют там тоже свои отзывы, что вот нам очень понравилось, это дает нам как бы стимул и удовлетворение от уже проделанной работы и стимулирует на то, чтобы мы дальше продолжали и в том же и духе, и старались сделать новые сорта. Ведь только в Турции около 100 сортов оливкового дерева. И из них только 5 или 6 делают масло. И мы каждый год поэтому делаем новые, пробуем и посылаем на международные соревнования, чтобы получить обратный как бы отзыв о них. Что это? Да, это очень приятно, но мне еще больше приятно, когда мне звонят или пишут люди, что вот я уже месяц пользуюсь вашим маслом каждое утро, пью ложку столовую, я себя чувствую хорошо, у меня ушли те или иные проблемы и с желудком, и с кишечником. Спасибо вам большое. Это был очень интересный, очень увлекательный разговор. Я верю в то, что русские, российские, русскоговорящие зрители, покупатели, приверженцы здорового образа жизни будут благодарны вам за то, что вы открыли и показали что-то новое, неизвестное и изменили представление о том, какое может быть производство оливкового масла на территории Турции. И это земля Аристотеля. Мы говорили много об истории. Вот представьте, что археологи через 100-200 лет нашли бутылку с вашим оливковым маслом. Что бы они сказали? Я же вам сказал, что наши деревья оливковые живут вот сейчас и дают продукцию 3000 лет. Представляете? 3000 лет годовое дерево еще дает оливки. И очень хорошее масло получается из него. Да? Мы будем продолжать через 100 лет или через 200 делать это. Это очень ценно. Скажите, если в одной фразе, что ваше масло для вас? Это искусство. Это искусство.
Что может еще творческий человек сказать о своем продукте? Спасибо большое. Вам Было спасибо. очень-очень приятно. Ждем вас еще раз на Непременно. сборку урожая, как мы будем вместе Да. выжимать масло. Это правда. Мы чуть не упустили Да. этот момент. Сборка урожая проходит. Как к вам люди сюда приезжают? Как люди узнают о том, что здесь производится сбор урожая? Есть люди, которые ждут. У нас однажды одновременно на сборке участвовало 120 человек, гостей. Где вы их размещаете, Нурлан? 120 – это другая проблема. Как кормить и как... Но это было что-то... И мы еще и концерт сделали в связи с этим, конечно же. Музыка – это постоянно. Это да, международное бывает это что-то? Это хаос, Совсем... который превращается в искусство. То есть я правильно понимаю, что вы ждете и российских зрителей, Из России и гостей, тоже и приезжают, из России да, приезжают и помогают вам? Милости просим, двери открыты. Мы обязательно соберемся, обязательно расскажем о том, когда будет следующий сбор урожая. Большое спасибо, Нурлан. Спасибо большое. Огромное Спасибо еще раз. спасибо.